Всем привет! Мы продолжаем наши видеоролики про букеты с лилий. И сейчас мы будем делать более объемный наборный букет, где лилия будет тоже составляющим этого букета, но уже не будет приоритетным цветком. И как мы уже до этого вам говорили, мы решили использовать здесь крупные цветы. Да, у нас гортензия, посмотрите, такая красивая осенняя, роза крупнобутонная сиреневого цвета, калу будем использовать и снова будем добавлять Леувенбек. Мы уже предварительно сложили для вас кружочек из зелени, да, вы смотрите наши ролики, знаете, что мы всегда начинаем с зелени. И здесь к эвкалиптам мы добавили такие вот красивые листья дуба. И начинаем мы, как всегда, с самого крупного цветка, который займет у нас самое большое пространство в букете. В данном случае это гортензия. Мы возьмем одну гортензию. Когда вы составляете букеты с гортензиями, то все-таки я советую вам не ставить гортензию на самый край, потому что вы сразу как бы визуально смещаете центр и тяжесть. То есть мы всегда говорим, что у нас середина же должна быть самая тяжелая тяжесть вашего букета. Ну вот мы постараемся ее поставить как будто бы в центр, и в то же время мы разделили наш букет, да, на наши сегменты, и вы видите, что она у нас попадает вот в этот красивый сегмент. Да, зелень можно расправить. Сейчас осенью такие красивые, да, цвета приходят, не такие, как летом, двойные и зеленая гортензия. Она засыхает же потом, да, многие выбрасывают, но на самом деле ее можно превратить в сухоцвет. Мы поставили гортензию, теперь мы расставляем наш следующий крупный цветок, который будет нам формировать объем нашего букета. Это лилия, да. Посмотрите тоже внимательно. Может быть, за гортензию следует подвести, так как у нас уже здесь тяжелый край. А разверни чуть-чуть на нас, пожалуйста. Спасибо. То есть лилию мы четко поставим с вами по квадрату. У нас 4 штуки. У нас 4 штуки, да, и эти 4 штуки нам сформируют наш букет. Вы нам еще часто задаете вопросы, как мы понимаем, на какой бюджет мы делаем букет. Но здесь, конечно же, вопрос практики и опыта, потому что обычно подборкой цветов, да, вот я занимаюсь для букета, но скажи, у нас есть стандартные наборы, да, которые мы точно знаем, что вот это вот на 3000, это на 4000, это на 5000. А когда мы делаем букеты на витрину, то мы их просчитываем после. И у нас есть такой приоритет для клиентов, что у нас бесплатная доставка букетов с витрины, потому что мы их делаем, что называется, не под заказ, мы как сделали, посчитали, отправили, нравится, не нравится. То есть это, в принципе, и людям удобно, они сразу же видят вашу витрину, и для нас тоже удобно. Сейчас мы делаем букет, по сути дела, без бюджета. То есть мы здесь ничего не просчитывали заранее, мы просто вам хотим показать, как делается такого плана букет. Именно наборное с лилиями. Да. Я чуть-чуть отвлекла, расскажи, как ты поставила. Я же сказала, мы поставили четко по квадрату. По квадрату, да, который вот нам как бы сформирует диаметр уже нашего букета. Вот эти листочки вы можете подправлять, зелень вы тоже можете подправлять, да. Все равно букет получится более воздушным, да, чем таким плотным. Ну вот в зависимости от цветов, да. Следующий у нас цветочек, который мы будем брать, это роза, да, у нас с вами. Вот такая вот с сиреневым оттенком под гортензию. Да, ну, соответственно, розу вы поставите обязательно, одну из них вы ставите на противовес гортензии. А она куда будет у нас смотреть? Она будет смотреть, соответственно, уже вот в этот сегмент, да. Все другие, да, вот здесь у нас получится. Если вы можете позволить себе большее количество роз, так как у вас в букете присутствует лилия, то, конечно же, желательно или возможно поставить группами. Тогда это будет более наглядно, да, смотреться, потому что, чтобы розы ваши, хотя это, конечно же, крупный цветок, но чтобы они не потерялись на фоне ваших. Ну вот мы поставили розы, да, то, что я вам говорила, попробуйте их сконцентрировать больше в одном месте, для того, чтобы они не потерялись на фоне распускающейся лилии, да. Но если у вас бюджет позволяет большее количество роз,
то вы можете взять и не 5, а 7, и, соответственно, поставить розы группами, да. Ну, вот так вот сюда мы перевернем. Так вот мы поставим. А ты любишь лилию как цветок? Ну, в принципе, я люблю только лилию, которая есть такой сорт, называется он лонгис. Мне она очень нравится. Она больше для каркасных букетов. Она очень красиво смотрится, колокольчики не наверх вот этими пиками, а она ложится красиво очень по букету. Поэтому вот лонгис мне очень нравится. Особенно она красиво смотрится в новогодних букетах, когда ее можно положить на лапки. А, кстати, помнишь, у нас был такой синий Да, букет популярный с лилией лонгис? да. Точно. Совершенно верно. Так, следующий цветочек мы подобрали вот по цвету, это калла. Конечно, калла всегда будет очень сильно вам удорожать букет, но и все же, посмотрите. Иногда она по акции. Калла будет очень хорошо смотреться с лилиями, потому что, в принципе, посмотрите, да, у нее вытянутый бутон, то, о чем мы всегда вам говорим, что подбирайте цветочки по своему содержанию таким образом, чтобы они по своей структуре не противоречили друг другу, да, вот калла как раз в данном случае с лилией будет смотреться очень хорошо. То есть вы можете ее раскидать уже в зависимости от тех пустот, которые у вас есть в букете. А мы вот каллу, когда ставим, она у нас всегда кончиком выворачивается. Не обязательно, не Вот обязательно. тоже такой вопрос сложный, ведь все по-разному ставят, некоторые наоборот кончик внутрь поворачивают. Не обязательно. Вот этот цветочек, да, что называется, без правила, можно поставить и вот таким образом, чтобы он смотрел непосредственно как лилия, да. Тебе Вот. это больше нравится? Нет у меня такого. То есть ты по букету, да? Да, я смотришь смотрю уже? уже по форме букета, как хочется поставить этот цветок. Мы расставили каллы, и посмотрите, мы каллы поставили чуть-чуть повыше, потому что когда у вас начнут распускаться вот эти колокольчики лилий, каллы могут потеряться среди них, поэтому поставьте каллу чуть-чуть повыше, тем более это считается дорогостоящий цветок. Премиальный. Премиальный, да. Ну а теперь посмотрите, где у вас образовались пустоты, да, и вот этот цветочек мы используем не случайно, да, не случайно, потому что нам нужно каким-то образом скрыть вот эти пики от лилий для того, чтобы букет ваш не выглядел как ежик, да, и тогда вы можете поставить этот цветочек. И плюс я хочу добавить, что мы обязательно поддерживаем цветовую гамму розы, потому что на данный момент вот эти 5 роз, они очень сильно контрастируют по цвету. Чтобы не было такого, что мы как будто бы их не в попад добавили, да, хоть они и подчеркивают сиреневую листиков и гортензии, но все равно они более яркие. И вот с помощью данного цветка мы и фактуру лилии подчеркиваем, и цветовую гамму розы. То есть мы цвет тоже добавляем. Обязательно, потому что в букете, чтобы он у вас был гармоничным, у вас должны быть обязательно парность, сочетание и в цветовой гамме, да, чтобы тот или иной цвет у вас не выпадал, а обязательно Говорят, конечно, что поддерживал. Мелкие вставки на контрасте используют, есть такое, но роза в данной ситуации не мелкая вставка, то есть это не то, что мы хотим акцент цвета добавить, потому что часто путают два этих понятия. Ну вот. На данный момент букетик выглядит вот так. Мы хотим, наверное, добавить еще какие-то мелкие элементы, чтобы придать большую фактурность и закрыть оставшиеся пустоты. Но, в принципе, его можно уже оставить и в таком виде. Вот, посмотрите, пожалуйста, такой вот красивый, насыщенный осенний букет. И вот в качестве мелкого дополнения мы хотим использовать такую несвойственную нашим букетам радужную гвоздику кустовую. Сейчас вообще вот эти цветы, да, крашеные, они на пике популярности. Мы не сторонники того, что нужно использовать какие-то искусственные крашеные цветы, но тем не менее людей они сейчас очень привлекают, и клиентам как бы нравятся букеты с использованием таких вставок. Еще очень хорошо у нас радужная гипсофила уходит. Да, вот поищите, где у вас есть пустоты, где у вас немножечко не догоняется круг, да, и вот если вы это увидите, то, соответственно,
Именно сюда Под розу и под... Она... Вот этот вот цвет идеально подходит под Посмотрите. цвет гортензии, сейчас я здесь показываю, а вот этот вот под цвет розы, вот смотрите, какое красивое получается и насыщенное сочетание. И за счет того, что вот этот вот фиолетово-бирюзовый оттенок в камере, он чуть-чуть по-другому смотрится, на самом деле теплый, он придает такую изюминку, и в то же время он очень красиво сочетается со всей гаммой. Сюда, наверное? Да. Мы 4 веточки добавили. Вот такой вот у нас получился букет. Похож на интерьерный, да, букет? Тоже такой Ну, вот. в принципе, да, потому что он уже объемный, поэтому вы можете его поставить. Опять же, обращаю ваше внимание на то, что в данном букете все цветы очень долгоиграющие. Гвоздика, калла, леувенбек, лилия, вот этот вот сорт гортензии. Но любая гортензия, в принципе, если она свежая, она стоит очень хорошо. Если вы ее правильно отпоили и выдали клиенту уже в хорошем состоянии, она у покупателя всегда простоит достаточно долго. Те же самые листья эвкалипта, да, которые хорошо засыхают и потом превращаются в сухоцветы. Это очень важно, когда вы сочетаете цветы в букете. Не так, что кто-то начал умирать, другой стоит. Есть, конечно, да, это технология, что можно один цветочек вырезать, вынимать, но тем не менее, пускай букет максимально. Букет готов, и мы надеемся, что вы поняли, да, что если у вас в букете лилия, то обязательно вы должны поставить какой-то другой цветочек, чтобы скрыть вот эти колокольчики, потому что очень часто, когда смотришь на букет из лилии, он похож на ежика. Поэтому, пожалуйста, запомните, что вы должны прежде всего правильно подобрать содержание своего букета.